Приветствую вас, друзья! Меня зовут Дмитрий Волков, и я руковожу отделом продуктового дизайна. У меня 15 лет опыта в продуктовом дизайне, и я готов рассказать вам про одну сногсшибательную метрику. Поговорим мы сегодня про шкалу удобства пользователя. Данная метрика направлена на оценку продукта по нескольким параметрам, чтобы определить, в каком направлении хорошо, в каком не очень. Метрика количественная, и она требует регулярных замеров, чтобы построить линию тренда. По результатам можно понять, на сколько баллов пользователи оценивают работу интерфейса продукта. Давайте начнем с того, что я расскажу о появлении метрики. Где ее взять? А взять ее не у кого, потому что это авторская метрика имени меня великого. В создании этой метрики мне помогали исследователи пользовательского опыта и тимлиды из моей команды. Идея создать свою метрику пришла не во сне, как Менделееву, а после презентации результатов исследований NPS одной крупной компании. Кто не знает, что такое NPS, тому Google в помощь. Видео направлено на специалистов, которые не плавают в профессиональной терминологии. Так вот, я подумал, а есть ли какая-то метрика, которая позволяет измерить средний показатель удобства интерфейса? И ответить на вопросы, насколько удобен интерфейс продукта и что изменилось в оценке пользователей после того, как мы внесли изменения в продукт. Обратился к исследователям пользовательского опыта Алсу Кутузовой и Ирине Сердюк, чтобы они поискали подходящие под мой запрос метрики. Как понимаете, таких метрик не нашлось. Тогда я сформировал рабочую группу по созданию новой метрики. Помимо вышеназванных исследователей, к ней присоединились лиды групп дизайна Михаил Ситников и Никита Лукменев. Я называю имена и фамилии участников, потому что страна должна знать своих героев. Хоть идея и основные моменты мои, но без участия ребят все бы затянулось. Цель будущей метрики звучала так. Исследование должно помочь найти величину удобства интерфейсов продуктов компании. Мы определили, что метод сбора показателей должен быть количественный, вопросов в вопросе не должно быть много, и вопросы должны быть универсальны для любого продукта, будь то мобильное приложение или веб-сервис. Также прикинули, где могут использоваться результаты нашей метрики, зачем вообще она нужна. Поэтому пришли к выводу, что данная метрика позволит помочь компании определить направление приложения усилий для улучшения пользовательского опыта. Также метрика позволит вывести среднюю оценку по каждому продукту и понять, на какие направления делать усилия по улучшению пользовательского опыта. Вернемся к вопросам. Мы определили 4 основных вопроса. Первый вопрос. Этот продукт отвечает моим задачам. Второй. Этим продуктом легко и удобно пользоваться. Третий. Страницы продукта загружаются быстро и работают без ошибок. Четвертый. Понятна ли вам информация? Название элементов, подсказки, текст на страницу личного кабинета, справки в интерфейсе для выполнения задач. Вопросы вполне логичные, так как любой продукт должен закрывать задачи пользователей. Если не закрывает часть задач пользователей, не хватает функций, то низкая оценка этого показателя скажет нам, что необходимо поисследовать, чего им не хватает. Ответ на второй вопрос скажет нам, как быстро пользователь справляется со своими задачами. Представьте, если спрятать наиболее востребованную функцию во вкладку 3-го уровня, как это будет бесить пользователя и замедлять его работу. Одной из частей формирования пользовательского опыта является стабильность и скорость работы пользовательского интерфейса. Если у большого количества пользователей есть падения и баги, это может влиять на их отток. Отток клиентов – это очень печальная история для бизнеса. Поэтому важно держать руку на пульсе данного показателя. Ну и в последнем вопросе мы выясняем, насколько понятны сделанный нами интерфейс, может ли пользователь без службы поддержки разобраться, как им пользоваться. Если интерфейс у нас удобный и понятный, то нагрузка на службу поддержки может снизиться и в целом повлиять на лояльность пользователя. Теперь нам нужно поговорить о количестве ответов, при достижении которого мы считаем, что метрика собрана. В B2B количество клиентов не такое большое, как в B2C. Поэтому собрать 1000 ответов на анкету сложно. Есть величина, которую вывели другие именитые исследователи. Не буду называть имен и фамилий, это не важно.
Считается, что при количественном исследовании 50 ответов на анкету дает более-менее полную картину о продукте. Теперь нужно понять, когда и где собирать эти оценки. Опрос можно создать в любом конструкторе и сервисе опросов. Если в вашем продукте есть встроенный функционал опросов, то это просто шикарно. Если не можете вывести опрос внутри продукта, то разместите баннер с предложением пройти опрос. Важно, чтобы после того, как пользователь ответил на опрос, не показывать ему его повторно. А это требует доработки продукта. Если у вас несколько продуктов, то убедительная просьба не делать общий опрос, где пользователь выбирает продукты и потом оценивает, так как результаты будут не очень хорошими. Наиболее качественный сбор информации происходит в моменте. Например, в гараже стоит 3 марки машины. На 2 я езжу редко и уже позабыл, что с ними не так. А на одной часто. Поэтому, если меня спросят, я назову эти 3 марки и дам им оценку по остаточным воспоминаниям. В итоге, собирая данные, обрабатывая их каждые полгода, мы можем построить динамику изменений пользовательской удовлетворенности продуктами и нашей работой. Так, менеджеры продукта компании, в которой я работаю, стали создавать задачи на развитие своих продуктов, учитывая эту метрику. Что не может не радовать. На этом коротенький рассказ про нашу классную метрику окончен. Хотите сделать то же? Спросите у меня, и мы договоримся. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Это помогает продвигать мои видео, и о них узнает гораздо больше людей. Всем пока!